Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. И я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про автомобильные эксплуатационные материалы. Сегодняшняя тема присадки к маслам. Итак, что такое присадки в целом? Присадками называют вещества, которые добавляют в масло примерно 10-15% для улучшения одного или нескольких показателей качества и снижения расхода масла. И вот, собственно, я привожу пример наиболее, где часто встречаются присадки. На изображении слева вы видите, как сказать, что данные присадки добавляют в мотор, значит, это присадка для моторов. Далее посередине и справа вы видите разновидности этих присадок. Где-то вы видите дизель, где-то бензин. И вот вы видите также название Супротек. Вот, это, скажем так, название производителя, который произвел данную присадку. Вообще хотелось бы сказать то, что масла, которые вы пользуетесь, уже заливаете свои автомобили, по сути, они все содержат эти присадки. Просто те присадки, которые вы заливаете отдельно, они, скажем так, обладают индивидуальными особенностями. Например, вам нужно улучшить, скажем так, характеристику теплообмена. То есть, чтобы в плюсовой зоне или наоборот в минусовой зоне масло держало свои свойства. Если масло в тепловой зоне имеет свойство становиться жидким, то есть становиться чуть ли не как вода, вот прям текучий, а в холодной зоне наоборот густеет, то данная присадка с данным компонентом, она держит масло, скажем так, в той компоновке, которая она должна быть при нулевой температуре. Вот. И еще есть множество разных их особенностей, характеристик и так далее. Я сегодня всего лишь расскажу такую основу, такое маломальское представление, чтобы было. Итак, перейдем поподробнее. Классификация масел по функциональному действию. Вот то, что я, собственно, говорил на предыдущем слайде. И вот я привожу пример самых таких распространенных, часто встречаемых терминов. И первый из них это антиокислительные. Это увеличение стойкости масел к окислению при повышенных температурах. Да, как оказывается, масло имеет свойство окисляться, то есть становиться непригодным для работы, проще говоря. И масло надо менять из-за этого. Вот, дальше. Антикоррозийные, защищающие металлические поверхности от воздействий. То есть, как сказать, металл имеет свойство ржаветь. А масло, хоть и, как сказать, имеет свойство защищать металл от трения, но оно все равно, скажем так, приносит вред металлу. Насколько я знаю, чистый металл это золото. Вот единственный, кто имеет свойство не ржаветь. Вот именно чистый металл. Он не будет ржаветь. А вот если к металлу добавить какой-нибудь другой металл, например, сталь и алюминий, вот как методом сплава или еще как-нибудь сварным способом, то есть соединить эти два металла, то они рано или поздно будут ржаветь, как ни крути. Под водой, там,
под каким-либо воздействием на воздухе, на солнышке, неважно, они будут ржаветь. А вот золото в чистом виде, оно не ржавеет. И неважно, будут его обливать водой, на солнце там, я не знаю, еще что с ним делать. Вот, он не будет ржаветь. Но если к нему добавить хотя бы капельку другого металла, он будет ржаветь. Ржавчина пойдет. Вот, и есть множество других металлов, которые не ржавеют в чистом виде. Но золото и другие металлы — это, собственно, те материалы, которые, скажем так, наиболее часто встречаются у нас в быту, в обычной повседневной жизни. Вот, дальше, третий пункт. Это противоизносные и противозадирные. Это улучшающие смазочные свойства металла. То есть масло, его предназначение снижать коэффициент трения. И чем, скажем так, качественнее данное масло, тем лучше. Но о таких тонкостях я тоже буду говорить в будущем. Вот. Дальше. Моющие, препятствующие отложению лаков, нагаров и осадков. Что имеется в виду? Масло также имеет свойство вымывать отработавшую продукцию. Вот, допустим, все равно, как ни крути, но трение происходит, образуется стружка, какие-нибудь нагары, там какая-нибудь еще грязь скапливается, да. Масло также вымывает это отработавшую продукцию в себе в картер. И когда вы меняете это масло, вы видите то, что заливали вы, ну, скажем так, светло-коричневое масло, а отработавшее масло выливается такое черное, такое густое. Вот, это говорит о том, что масло мало того, что отработало, но оно еще и вымыло отработавшую продукцию. Вот эти коксующий нагар, вот эту грязь, всякие смолы, стружки и так далее. Вот это говорит о том, что масло стало черным. Далее, вязкость. Улучшающая вязкость, температурные свойства базовых масел. То есть, о чем я, собственно, говорил на первом слайде. Данные присадки, они предназначены также еще для того, чтобы держать вязкость масла. И неважно, будь она в плюсовой температуре там плюс 30 или наоборот в минусовой зоне минус 40, да, оно должно содержать свою вязкость на любом рабочем режиме, в любом рабочем режиме. Дальше. Антипенность, препятствующая вспению масла. То есть, вот на каком примере вам привести? Вот представьте, вот мыло, жидкое мыло, шампунь, да, когда вы растираете его, вы видите то, что оно имеет свойство пениться. Так и вот, масло, вот без всяких присадок, без всяких добавок, вот просто минеральное масло, да, оно будет пениться в рабочем состоянии, если добавить ее в двигатель. Так вот, данные присадки также сдерживают это пенообразование, чтобы повысить работоспособность двигателя. И все. Дальше. Антисептики. Увеличает устойчивость масла к воздействию грибков и бактерий. То есть, что имеется в виду? Вот нефтяники везде добывают нефть. На суше, на море, да. Добытую нефть они отвозят на соответствующие заводы, где их обрабатывают. Об этом я уже как-то рассказывал. И, ну, суть в чем? Вот обрабатывают, очищают от всех примесей, проходят через множество разных процедур, выбирают себе различный сорт масел. И так, в общем, все до
А, Итак, в общем, до последней стадии, это на последней стадии мы всегда получаем мазут. Предпоследней стадии, там, насколько я помню, мы можем получить вещества, полезные уже для медицины. Вот это марганцовку, йод, там еще какие-то минеральные вещества, которые используются в медицине. А нам же нужно масло. Также еще делают из нефти бензин, дизель и так далее. Так вот, и присадки тоже делают из нефти. Но в них все равно содержатся инородные вещества. То есть, что я хочу сказать, если это вещество попадет вам в тело, неважно, там через кожу или еще как-то, то вы заболеете, проще говоря. В качестве примера могу вам привести ТЭС, тетраэтилен свинца. Что такое это за вещество? Это вещество встречается в бензинах, то есть при создании бензина, чтобы повысить октановое число. Ну, более подробно я буду об этом говорить в будущем, но, в общем, суть в чем. Если это вещество попадет вам на кожу, там еще, ну да, на руки, то вы заболеете. Вы почувствуете там самые классические признаки. У вас жар, болит голова и так далее. И все зависит от того, в каком количестве вы получили данное вещество. Вот. То есть это вещество очень ядовитое, проще говоря. Вы можете заболеть, если не хуже. Вот. Ну, о таком я буду рассказывать в будущем, а это так, небольшое представление о, скажем так, вредоносных бактериях. И последнее. Многофункциональные могут улучшать сразу несколько эксплуатационных свойств. Я же больше предпочитаю называть их всех характеристиками масла. Но тут тоже есть очень интересный момент. Как правило, такие многофункциональные стоят либо очень дорого, это уже упирается в экономику, либо они выполняют эту функцию, но они хуже, чем те присадки, которые продаются по отдельно. Допустим, одна присадка нужна для температуры, другая присадка нужна для удержания вязкости, другая для динамичности и так далее, так далее, так далее. Вот, то есть все, что хотите, только, ну, все зависит от вашего вкуса. Следующее это производство базовых масел. Масляная основа нефтяных смазочных масел сложная смесь высококипящих углеводородов с числом углеродами атомов 20-60, молекулярная масса от 300 до 750, выкипающая в интервале от 300 до 65 до 50 градусов Цельсия. И вот, собственно, я привожу пример на заводах, как все выглядит процесс создания. А на изображении справа вы можете видеть базовое масло в процентном соотношении, которое, собственно, бывает. Моторные масла варьируются от 75 до 95%, трансмиссионные от 75 до 97%, гидравлической жидкости от 85 до 99%. Соответственно, пакет присадок варьируется от 1% до 25%. И справа вы можете видеть, какие бывают присадки. Моющие, антиокислительные, антикоррозийные, вязкостные, депрессивные. В общем, те, которые я уже перечислял ранее.
Нежелательны углеводороды. Да, как у всего есть плюсы, у всего есть свои минусы. Во всем без исключения. Так и вот, нежелательные углеводороды встречаются и в процессе создания присадок. Это смолисто-асфальтные, полициклические, ароматические, высокомолекулярные, парафиновые. Вот, технологическое производство базовых основ смазочных масел избирательного удаления из масляной фракции нежелательных углеводородов при максимальных возможностях сохранения компонентов, обеспечивающие физико-химические и эксплуатационные свойства конечных масел. То есть углеводороды встречаются везде, как в создании масел, так и у нас в продуктах, то есть для нас, людей. Все мы хорошо знаем вот это еще со времен школы, вот это из биологии. Есть, скажем так, 3 вида компонентов, которые нам нужно как минимум, чтобы наш организм функционировал хорошо. Это белки, жиры и углеводы. Так вот, заострим внимание на углях. Есть углеводы, которые приносят нам пользу, а есть углеводы, которые приносят нам вред. Так и вот тут в создании масла, присадок есть, которые приносят пользу, есть, которые приносят вред. Но что такое углеводы для человека? Углеводы — это своего рода такая энергия. Вот. А белок — это такой строительный материал, который укрепляет наши мышцы. То есть углевод дает нам силу, энергию на целый день, а углеводы улучшают наши мышцы. Но это уже анатомия, это уже совсем другая тема, которая не относится к машинам. В будущем, я не знаю, может, я о них тоже буду рассказывать, потому что машины и люди, у них примерно, есть что-то общее. Далее. Методы очистки базовых масел, удаления от нежелательных углеводородов. И тут два самых широко распространенных. Это химический и физический. Первый из них — это сернокислотная очистка. Смолисто-асфальтные вещества и полициклические ароматические углеводороды способом. И второй — щелочная очистка. Остатки кислот, окисленных веществ. То есть все это вычищается с помощью химии. И физические, наиболее распространенные эксплуатационные процессы, основанные на использовании различных растворимых углеводородов в различных растворах. То есть, проще говоря, нежелательные углеводороды, их просто растворяют. Как, я не знаю, как сахар растворяется в чае. Такой простейший пример. На этом все, что я хотел рассказать. Подведем краткий итог. Что такое присадки? Присадки называют вещества, которые улучшают наше масло. То есть, если масло на каком-то режиме уже может выходить из строя, терять свой рабочий ресурс и так далее, то присадки призваны, чтобы, скажем так, улучшить рабочий ресурс автомобиля. Также сопротивляться, скажем так, теплу, чтобы вязкость была стабильная, не разжижалась, не сгущалась и так далее, чтобы, как сказать, масло вымывало всякие вредоносно отработавшие продукции и так далее.
Эту тему можно рассказывать долго, она очень актуальна и очень полезная. В будущем я планирую рассказывать о ней еще более подробно. Все зависит от того, поддержите вы меня в этом или нет. Из того, что хотел я рассказать, уже рассказал. Поэтому на это все. Всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы, может, предложения и так далее. С удовольствием их прочитаю, проанализирую и учту. Также, пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И также добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду очень рад. Ну, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.